Сейчас я вам буду показывать, как делать объемную, модную, современную укладку волна. Она у нас будет не волосинка в волосинку, как раньше было модно, холодная волна еще называют, а я ее буду делать такой, как объемной, очень текстурной, очень современной. И быстро буду делать, буду вам показывать, как это сделать за минимум времени. Итак, я делаю разделение волос на две части, на верхнюю и нижнюю, горизонтальным пробором. Я взяла расческу, а разделяю пальцем, да, вот так вот. Разделяем на верхнюю и нижнюю зону. И вначале проработаем нижний слой накруткой и разложим его. А затем перейдем к верхним волосам. Вот так вот отколем на две части. Чем больше делений у вас, тем дольше, конечно, вы будете создавать свои прически. Поэтому, если нам надо быстро, делений должно быть немного. Дальше, если, допустим, вы редко делаете начес, либо у вас совсем нет времени, либо волосы очень тяжелые и не начесываются, я использую прикорневую пудру для того, чтобы создать объем. Вот так она выглядит. Очень удобно именно в такой формат, когда я могу дозировать распределение вот этой вот пудры, чтобы она не попала слишком много на волосы, чтобы мне легче было распределить. Она очень мягким слоем попадает именно в ту зону, куда я ее направляю. Дальше я наношу лак, вычесываю перед накруткой и разделяю на очень крупные пряди. Две, и одну из них завожу на плечо и создаем накрутку. Размещаем плойку и с прокрутом накручиваем жгутиком таким. Раз, раз, буквально несколько прокрутов. В зависимости от того, какая длина волос. Обратите внимание, высоко я не поднимаюсь. И хорошо прогреваю, так как волосы у меня в жгуте, и температура передается хуже, нежели когда волосинка к волосинке идет, когда у меня обычная накрутка. И обязательно я вам рекомендую, прежде чем ее отпустить, подколоть до полного высыхания. Она должна остыть, вот так вот, особенно когда крупный диаметр. Когда крупный диаметр, у нас прядь пытается сразу выровняться. И вторая на спинку. Раз, раз. Девочки, для того, чтобы получился крупный поворот, хороший, красивый объем, нужно брать крупную плойку, то есть не мелкую. Мелкая плойка не даст вам хорошего объема. И подкалываем вот в таком вот формате. Итак, у меня две прядочки. Одна и вторая. Первую я вот на плечо тянула, а вторая на спинке. С этой стороны у меня ушко будет открыто, у меня будет видна такая красивая серьга. Обратите внимание, теперь я ее расколола и немножечко вниз натянула. И вычесываю. Когда вы вычесываете, никогда не держите ее в верхнем положении. Немножечко как бы оттягивайте. И если вы это делаете первый раз в жизни, закрывая глазки, то немножечко лака нанесите, того лака, который у вас есть дома, и растягивайте. Тут я держу, а тут тяну, растягиваю во все стороны. И на одну сторону, и на другую сторону. Вот так. Смотрите, какая прелесть получается. Совсем она не похожа на локоны. Смотрите, какая красивая. Вот эта линия должна быть максимально чистая. Много времени, так как у меня нет, я ее не выглаживаю идеально. И так бывает и у нас, да, в жизни, когда много времени нет. Вторая. Слегка прочесала. Главное, чтобы вы не отпускали ее, а то она будет начинать, знаете, рассыпаться, разделяться. Нанесли небольшое количество стайлинга, лака. Любого лака, какой у вас есть дома. У каждой девочки есть лак дома. Девочки, а ну-ка поставьте, у всех лак есть, поставьте плюсики. У кого, интересно, нету лака. Кстати, обязательно пишите что-то, комментируйте. Будьте активными в наших прямых эфирах, так как мы на каждом прямом эфире дарим вам подарки. В конце прямого эфира я буду разыгрывать ценный приз. Вот еще очень интересно.
Мне очень нравится атмосфера, которая у вас в студии. Мечтаю о таком же рабочем месте, как у вас с цветочками. С цветочками. Ой, здорово. Что теперь я делаю? Я делаю любимый пробор так, чтобы спереди было симпатичненько. Я сделаю асимметричный глубокий пробор. Он очень красиво будет подчеркивать стиль вот этой голливудской нашей волны. Прочесываю от пробора по периметру. Вот так вот. И создаю небольшой объем. Ксюш, надо же объем сделать, да? Очень понравились ваши кудри с марафона. Кудри с марафона. На себе когда я делала, да? Да. Ой, да, мне тоже так понравилось. Девочки, локоны, когда ты понимаешь, как делать себе, и ты понимаешь, что ты можешь в любой момент превратиться в более симпатичную девушку, это, ну, как-то, знаете, придает какой-то небольшой уверенности. Ксюш, вот как ты считаешь? Когда не надо стилиста каждый раз искать, смотрите, я разделяю на такие слои, для того, чтобы мне легче было проработать лаком и начесом. Написали целевой спрей для меня открытие. Благодаря вам очень крутой продукт. Да, действительно крутой продукт, знаете. Кстати, вот если вы девочкам, своим дочкам делаете, тоже отлично работает именно солевой спрей. То есть вы можете не на лак делать, уплотнять, подготавливать. Вместо гофре можете использовать. Уплотняет, добавляет плотности волосам. Его достаточно слегка нанести. Можно ли такие красивые волны делать на мелкой плойке? Они будут более мелкие, повороты будут более мелкие. Все зависит от формы головы, от роста, от телосложения. Если вы хрупкая, тоненькая, маленькая, низенькая, вот все такое у вас изящное, конечно, такие огромные локоны, вы утонете в них, вы будете, знаете, как кисточка. А если вы более видная девушка, широкоплечья, высокая, у вас круглое лицо, то вам не пойдут мелкие, они вас испортят. То есть тут, знаете, ну нет красиво-некрасиво, есть то, что подходит больше определенной форме лица, определенному телосложению. И Ксюша вам отвечает на вопрос, я думаю, сейчас, да, показывала, кто-то спросил. Нам привет с Армении. Привет с Армении, отлично, привет. Нет, я беру вот такую щетку, мою волшебную, и просто вот так вот полирую по поверхности. Сразу весь слой, мне нужно убрать верхние колечки, для того, чтобы начеса по поверхности не было видно. Вот так вот. Я не ныряю глубоко. Смотрите, видите, колечек нет, начеса нет по поверхности, а внутри он есть. Но это наш секрет. Смотрите, и теперь полностью захватываю все начесные слои. Такой тоже крупненький беру прядь, крупненькую беру прядь. Заговариваюсь, весь день говорю с девчонками. И точно так же оттягиваю вниз. Обратите внимание, я не поднимаю прядь вверх. И точно так же. Раз, раз, раз. Прическа за 20 минут, девчонки. Прическу делаем за 20 минут. Итак, я накрутила. У меня получилось, смотрите, сверху 5 локонов. И теперь я начинаю их раскладывать. Удерживаю, прочесываю. Причем, знаете, если у вас волосы, ну, вообще вот непослушные, рассыпаются, вы можете перед тем, как прочесывать, небольшое нанесение лака сделать на большом расстоянии. Чем ближе вы подносите бутылочку лака, тем сильнее фиксация у вас получается, тем больше склеиваются ваши волосы. А теперь я хочу приподнять форму спереди. Смотрите, я хочу прям, ну, так вау, чтобы было. У меня такая красивая девочка. Надо же постараться. Растягиваю следующую волну. И смотрите, что делаю. Беру и как бы пытаюсь ее соединить с предыдущей. Слегка зачесываю. Следующая. То же самое. И стараюсь совместить с предыдущей.
Еще такой момент, девочки, вот у кого волосы не длинные, не делайте начес большой в прикорневой зоне, у вас длина совсем уйдет. Наоборот, акцент здесь очень красиво делать на длине, на объеме в нижней части. Девочки, смотрите, по поводу направления, не нужно в разные стороны, иначе у вас волна не сойдется. Ну, будет очень сложно ее красиво соединить. Света нам написала: знала бы я вас раньше, пришла бы к вам за прической на выпускную. Смотрите, какая она красотка. Каждой девочке можно по-своему украсить такой образ. Это может быть платье в пол шикарное, это может быть какой-то комбинезон брючный, какой-то костюм, да все что угодно. Под джинсы, наверное, не оденешь, да, такую? Все-таки что-то можно. Но мне кажется, это прям идеальная прическа на Новый год, на корпоратив. Девочки, я вам желаю красивых отработок, красивых причесок. У вас все получится. Может быть, не с первого раза так, как хочется, но со второго, с третьего точно получится. Отмечайте меня в своих фотографиях, в своих работах. Я буду смотреть, комментировать. Всем хорошего настроения и до встречи в новом прямом эфире. Пока-пока.